Приветствую всех на моем канале, меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем сумочку. Для вязания такой сумочки вам понадобится 2 мотка шнура карамель от пряжи Центр. У меня цвет печенья, вес одного мотка 200 граммов, состав полиэфир и кашмелон, ширина нити 5 миллиметров, длина 75 метров. 2 мотка понадобится, один уже я извязала. Вязала крючком 4 миллиметра, можно взять 4,5 миллиметров. При необходимости вы можете использовать маркеры и ножницы. Одна деталь сумочки у меня уже связана и отпарена. Вот это основная часть отпарена, боковинки еще не отпарены. Я их буду отпаривать, когда уже соединю эти две детали. Для начала вязания нам нужно отмотать примерно 50 сантиметров на свободный кончик. Сейчас мы этим кончиком будем тоже вязать. Делаем первую петлю. Ее мы тоже считаем. Далее делаем накид кончиком. Вот он кончик. И 2 петли на крючке я провязываю основной нитью. 2. Накид кончиком. 2 петли провязываю основной нитью. 3. Накид, 4, накид, 5, накид, 6, накид, 7, накид, 8, накид, 9, 10, 11, остановились, и последнюю петлю 12 мы провязываем просто основной нитью. Кончик мы сейчас откладываем. Все, вот такой у нас шнурок получился. Видео, как вязать идеальный овал при помощи такого шнура, у меня есть на моем канале. Я оставлю ссылку в правом верхнем углу и в описании к этому видео. Посмотрите. Овал получается абсолютно без отверстий в центре. Итак, разворачиваем наш шнурочек на себя немного. То есть вот этими изнаночными дорожками на себя. Вставляем во вторую косичку от крючка, вот первая, во вторую. Вставляем крючок и прокалываем косичку и вот эту изнаночную перемычку, изнаночную петлю. И провязываем столбик без накида. 1. Далее также в косичку и за вот эту вот изнаночную перемычку. Провязываем столбики так, чтобы нить лежала ровно и красиво, чтобы она не была перекручена. Слишком плотно вязать не нужно. Далее в следующую вывязываем таким образом, повторюсь, чтобы наши столбики лежали красиво, чтобы нить не была перекручена. И так до конца этого ряда, оставляя один столбик, мы провязываем столбики без накида. Я довязала до конца. У меня остался один вот столбик, который у нас был образован просто петлей воздушной. И вот в этот столбик мы провязываем 3 столбика без накида. Это наша поворотная часть, полукруг. Сюда же второй, прямо в центр. И сюда же третий. Все, мы развернулись на вторую сторону от нашего шнура. Далее вставляем крючок таким образом в центр, в то место, откуда у нас выходят вот эти вот галочки. Прямо сюда же. Вставляем в центр. Захватываем рабочую нить и провязываем столбики без накида. Плотно не вяжите. Слишком плотно вязать здесь не нужно. И так до конца мы провязываем столбики без накида. Следите за расположением нити. Я довязала практически до конца, остался один столбик. Сюда мы вставляем крючок
И провязываем столбик без накида. Расправляем деталь, делаем петлю подъема, разворачиваем деталь на изнаночную сторону. Вот она выглядит таким образом. Сейчас вставляем крючок за одну половинку ножки столбика без накида. Столбик без накида с изнаночной стороны представляет собой вот такие две шляпки и две ножки. Одна, вторая шляпка и две ножки. Ну, это, конечно, условное название. Итак, находим первый столбик, вот он, вот его две ножки. Захватываем крючком под левую ножку, под одну. Вставляем крючок вот в это отверстие, вот оно. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. Провязываем столбик без накида. Снова вставляем крючок под левую ножку столбика без накида. Вставляем крючок, вот видите, это отверстие сейчас хорошо видно, в это отверстие. И захватываем рабочую нить, провязываем столбик без накида. И так до конца этой половины детали, до закругления. Снова за левую ножку в отверстие, то есть как бы под косичку, вот так она выходит, крючок выходит с изнаночной стороны, вот так это выглядит. И мы провязываем снова столбик. Вот видите, у меня вот эта нить перекрутилась, поэтому я лучше перевяжу, потому что все вот эти недочеты, они будут видны потом в готовом изделии. Лучше перевязать сразу. Дошли до скругления. Вот оно, 1, 2, 3 столбика. Вот оно, 1, 2, 3 столбика. И сейчас каждый из этих столбиков мы должны удвоить. То есть в каждый провязать по 2 столбика. Итак, захватываем левую ножку под косичку, под эту. Провязываем столбик без накида. Снова сюда же заводим крючок под левую ножку. Снова под косичку в отверстие и провязали 2 столбика. Находим следующий столбик без накида. Вот он, вот его две ножки плотно сжаты. И сюда же мы провязываем 2 столбика без накида. Один и сюда же второй. И третий столбик нашего скругления мы также захватываем за левую ножку. Столбик достаточно плотный. И провязываем 2 столбика без накида. Снова за левую ножку. Вот так получается. С изнаночной стороны выглядит вот так. Узор, он двусторонний. Поэтому после вывязывания деталей вы можете выбрать ту сторону, которая вам нравится больше. И до конца ряда, также захватывая левую ножку, мы вяжем столбики без накида. Все, второй ряд у меня провязан. Делаем петлю подъема, разворачиваем нашу деталь и точно таким же узором мы вяжем третий ряд, третий и последующие ряды. Вставляем крючок за левую ножку столбика, вставляем крючок вот в это отверстие, которое хорошо сейчас видно, то есть вот под вот эту косичку, и провязываем столбик без накида. Столбики должны одинаково красиво ложиться что с одной стороны, что с другой стороны. Под левую ножку в отверстие.
Дошли до скругления. Вот они у нас, двойные столбики. И сейчас через один столбик мы будем делать удвоение. За левую ножку все точно так же. Один столбик. И сюда же мы провязываем второй столбик. Удвоили. Следующий столбик мы в следующий провязываем 1. Следующий провязываем 2 столбика. То есть мы вяжем сейчас по правилу идеального круга только как бы половину круга. Вместо 6 прибавлений мы делаем 3. Следующий столбик одинарный провязываем. То есть одна прибавка, вторая прибавка, и сейчас у нас будет третья прибавка. 1, сюда же второй. И в последний столбик скругления вяжем одиночный столбик. Все, мы сделали разворот, поворот на следующую сторону нашей детали. Вяжем до конца ряда. Если вы не знаете принцип вязания идеального круга, я вам оставлю ссылку в правом верхнем углу и также в описании к этому видео. Посмотрите, как вязать идеальный круг, какой принцип распределения прибавлений, чтобы вот эта часть была именно круглая, а не и дошли до конца ряда. Сейчас покажу, как провязать вот этот вот самый крайний столбик. Мы вставляем крючок под ножку, вот она, также, и под вот эту перемычку, вот она. То есть он идет как бы крест-накрест у нас с краю, и мы сюда вставляем крючок. Делаем петлю подъема, растянем все столбики, чтобы они у нас хорошо легли, поворачиваем деталь на другую сторону и делаем все то же самое. По прибавлениям мы делаем прибавление над одиночными столбиками. То есть вот смотрите, если вы не можете ориентироваться, вот сейчас у нас идут эти столбики как бы с изнанки, мы разворачиваем деталь на ту сторону, на другую. Вот видите, у нас начинается скругление. Вот они, двойные столбики. Вот они, двойные столбики. Над двойными мы вяжем сейчас по одному одиночному, то есть каждый по одному. В одиночные столбики мы вяжем по 2. То есть прибавка, 2 одиночных, прибавка, 2 одиночных, прибавка и 2 одиночных. То есть 3 прибавления мы делаем, и так делаем из ряда в ряд. То есть каждым рядом у нас будет по 3 прибавления, но прибавки мы не делаем над прибавками, чтобы у нас не было углов при вязании вот такого полукруга, полуовала. Все, 4-й ряд у меня довязан. Всего нам нужно связать 11 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня в моей заготовке уже в одной половинке 11 рядов. Всю деталь я отпарила, прогладила, все столбики выровнялись. И сумочка выглядит намного интереснее, нежели в неотглаженном виде. Я ее отпарила, вот эту деталь, и хорошо просушила. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание на другую сторону. Сейчас мы будем вязать вот за эти перемычки с изнаночной стороны, вернее не с изнаночной стороны, а с другой стороны. Подхватываем под... Вот у нас первый столбик мы его пропускаем, под следующую перемычку вставляем крючок и целый ряд провязываем столбиками без накида. По всему, всей детали мы провязываем столбики за вот эти вот перемычки. То есть мы сейчас вывязываем вот эту боковинку сумки. Все, этот ряд я довязываю до конца. Самый последний столбик мы провязываем вот за эту перемычку, за одну. Провязали столбик подъема,
Поворачиваем вязание, и сейчас мы вяжем точно таким же узором, как и вязали основную деталь нашей сумки. За левую ножку столбика и провязываем столбик без накида. То есть точно так же, как мы вязали основную деталь сумки, основной узор. Также до конца ряда без прибавлений, без убавлений. Две детали нашей сумочки уже готовы, основные детали. Сейчас мы будем их соединять. Я буду соединять крючком, соединительными столбиками по внешнему краю, по лицевой стороне. Я вставляю крючок в деталь, откуда не выходит нить. Вот нить выходит, отсюда не выходит. Вставляем самую крайнюю вот эту точку, захватываем петлю, откуда выходит рабочая нить с другой детали, и продеваю вот эту петлю между двух деталей. Вот так. Сейчас вставляем крючок в нижнюю деталь за одну половинку косички. Сейчас за вторую половинку косички второй детали, и между ними я протягиваю рабочую нить, соединительный столбик. Далее в верхнюю деталь, то есть мы будем сейчас чередовать за полупетлю, за косичку, половинку косички, за вторую деталь, также за половинку косички, и соединительный столбик. Далее вниз, вверх, соединительный столбик, вверх, вниз, соединительный столбик. Получается вот такая косичка. Она одинаковая, что с одной стороны, вот она, что с другой стороны. Соединяем самостоятельно, встречаемся, когда соедините детали. Все, я закончила соединение. У меня остался вот один свободный кончик от одной детали и петля от другой детали. Сейчас мы эту петлю отрезаем, оставляем буквально небольшой кончик, чтобы можно было спрятать. Если вы вяжете из полиэфирного шнура, как и я, то эти кончики необходимо подплавить, чтобы шнур не распустился. Только это нужно сделать очень аккуратно, чтобы не обжечься. Я завязываю вот эти кончики между собой достаточно плотно. Сейчас мы их прячем с изнаночной стороны. Все, сумочка наша практически готова. Основная ее часть уже связана, скреплена. Можно сюда прикрепить ручки кожаные, например, ручки цепочки, все что угодно, какая вам больше ручка нравится. В качестве клапана предлагаю связать точно такую же деталь, точно по таким же расчетам и размерам, которые я вам дала в видео. Только эта деталь у меня связана не из 11 рядов, как основные детали сумочки, а всего из 9. Здесь на клапане 9 рядов всего. И пришить вот этот клапан иглой, этим же шнуром, то есть мы просто приметаем ее вот к краю. Видите, она хорошо, отлично соединится и будет вот так вот красиво смотреться этот клапан. Я потом покажу в конце готовый вариант именно с этим клапаном. Также у меня на канале есть отдельное видео по вязанию вот такого интересного клапана, который подойдет для любой модели сумки, вот такой полукруглой, квадратной, для рюкзака. Отличный вариант. Ссылку на это видео я вам также оставлю в описании к этому видео. Вот так он выглядит. Этот клапан крепится соединительными столбиками к задней части сумки. Также можно сюда прикрепить портфельный замочек, либо замочек магнитную кнопку. И вот так вот очень красиво также будет смотреться на этой сумочке. Вот так выглядит этот клапан. Очень подходит он для этой модели сумки, потому что узор он достаточно похож. С задней стороны он крепится обычными соединительными столбиками. Специально я его пришила вот этой другой нитью, чтобы было понятно, как мы его крепим.
И еще один вариант, если вы не хотите уже ничего вязать, и у вас есть вот такой кожаный клапан. Этот клапан я также заказывала на сайте Пряжа Центр. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. И также соединительными столбиками по размеру, по краю этого изделия мы можем соединить, прикрепить вот этот вот клапан. Прикрепить сюда портфельный замочек. Вот у меня уже след есть. Я прикрепляла сюда этот замочек, и будет смотреться тоже очень красиво. Я пришила сейчас клапан, который мы вязали точно такой же деталькой, как и основную часть нашей сумки. Пришила иголкой, просто как наметочными стежками, ряд в ряд. То есть вот он. Все, сумочку я довязала. Вот она так выглядит. Здесь у меня еще плохо закреплен замочек. Сейчас покажу размеры ее. Ширина примерно 20 сантиметров. Высота примерно 21 сантиметр. И ширина боковинки примерно 5 сантиметров. Не забывайте поставить лайк этому видео, если это видео было для вас полезно и интересно. И также не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!